Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Валерия Золушка. В этом видео я хочу показать вам нашу прогулку по магазину Leroy Merlin, обзор на некоторые товары, отделочные материалы для ремонта, товары для организации и хранения вещей в доме. Мои постоянные зрители знают, что сейчас у нас идет капитальный ремонт в нашей трехкомнатной квартире. Сейчас у нас идет черновая отделка, но мы уже подбираем материалы для чистовой отделки. Кроме того, как вы знаете, на неопределенное время закрылся магазин IKEA, но вопрос организации пространства в доме по-прежнему актуален для многих. Как говорится, IKEA закрылась, а привычки остались. И в этом плане Leroy Merlin может предложить отличные альтернативы магазину IKEA. Так что всем желаю приятного просмотра. Мы были в Leroy Merlin, который расположен на 24-м километре МКАД. Это самый ближайший к нам магазин. И когда заходишь в этот магазин, то сразу начинаются какие-то интерьерные вещи. Здесь представлено очень много разнообразных часов. Также здесь очень много картин, панно. Особенно мне понравилась вот эта картина с зонтиком. Возможно, в нашу новую квартиру я также повешу какие-то картины, может быть, на кухне. Очень мне понравились вот такие симпатичные, милые пуфики. У меня рука, конечно же, сразу потянулась к моему любимому пудровому цвету. Это даже, наверное, не пуфик, а банкетка. Можно куда-то поставить или в детскую, или, может быть, в прихожую, чтобы одевать обувь было удобно. Или в спальне возле зеркала, мне кажется, будет очень симпатично смотреться. Затем мы завернули в отдел с обоями. Мне очень нравится ходить, все рассматривать. Хотя, знаете, мне нравится смотреть на обои с каким-то рисунком. Мне очень нравятся вот такие тропические обои с большими зелеными листьями, и вообще мне очень нравится рассматривать обои с рисунком, но себе в квартиру я решила, что все-таки мы будем клеить обои нейтральные, белые или светло-бежевые, потому что мне кажется, что когда у тебя квартира в таких светлых оттенках, то можно добавлять более яркие предметы интерьера, и белые обои — это как чистый лист бумаги, как чистый холст, на котором ты можешь создавать красоту и уют. Очень много представлено в Leroy Merlin подушек разных цветов, пледов. Мы, кстати, купили как раз одну подушку в квартиру родителям такого приятного серого цвета. А мы взяли подушку со съемным чехлом, то есть его можно постирать. А также там есть подушки не со съемными чехлами, что не очень удобно. Кто не знает, в магазине Leroy Merlin огромный выбор штор. Я здесь для нашей квартиры как-то покупала тюль. Очень удобно, что здесь можно заказать в отделе штор, чтобы тебе пришили шторную ленту, чтобы тебе обрезали тюль или шторы по нужной длине. Мне очень понравились такие фисташковые шторы. Я хотела бы такого цвета шторы в детскую, но вот пока присматриваюсь и выбираю. В Leroy Merlin огромный ассортимент аксессуаров для ванной комнаты, для туалета, дозаторы для мыла, стаканчики для зубных щеток, мыльницы, ёршики. И что очень нравится, что все выполнено в одном стиле, то есть ты сразу покупаешь набор и не нужно голову ломать, чтобы что-то подбирать, чтобы подошло по стилю. Мне очень нравится, что здесь много аксессуаров не аляпистых, более спокойных оттенков. Единственное, у нас в ванной электронный диспенсер, поэтому от такого дозатора для мыла я откажусь. Но вот подобрать стаканчик для зубных щеток, ёршик для туалета, мне кажется, что здесь представлены отличные варианты. В плане цены я считаю, что здесь и не сильно дорого, но и не сильно бюджетно, как, например, Fix Price. Но если сравнивать с ценами, например, на Озон или на Валберес, мне кажется, что примерно то же самое. Очень понравилось, что здесь разложено все по оттенкам, по цветовым гаммам. То есть какую цветовую гамму тебе нужно, ты сразу увидишь, что в наличии из этих цветов есть. Затем мы прошли в отдел, где представлены шкафчики, зеркала для ванных комнат, раковины и тумбы под них. Кстати, в прошлой квартире, где мы делали капитальный ремонт ванной комнаты, у нас как раз была раковина и тумба из Leroy Merlin, и она мне очень-очень нравилась. Мне кажется, что здесь много вариантов в скандинавском стиле, и, конечно, классно, что можно подобрать в одном стиле и тумбу под раковину, и шкафчик. Кстати, в этот раз я решила, что в ванной комнате у нас будет не просто
зеркало, а именно шкафчик. Пусть он будет небольшой, но все-таки мне хочется какую-то свою уходовую косметику держать не на открытом месте, а в шкафчике. Мне очень нравится для ванной комнаты не круглые, а именно прямоугольная раковина. Что касается тумбы, мне не очень нравится в Leroy Merlin, что здесь, как правило, во всех тумбах в верхнем ящике есть вырез для стояка. Насколько помню, в тумбах под раковину из IKEA такого нет. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Вот такая тумба под дерево очень понравилась. Мне кажется, что она как раз в таком скандинавском стиле. И вообще мне хочется, чтобы в нашей квартире во всех помещениях были какие-то деревянные элементы или элементы под дерево и перекликались бы между собой. Вот на этой тумбе я обратила внимание, что здесь они на выставочный образец сделали такой интересный кран под бронзу. Ну, себе в ванну я, конечно, такой кран не поставлю. Мне кажется, это too much. Но наверняка кому-то такие краны нравятся. В принципе, смотрится интересно. Вот такая представлена в выставочном зале круглая раковина. Я знаю, что многим нравятся такие круглые раковины, но это совсем не наш вариант для нашей большой семьи из 5 человек. У нас часто такое бывает, что двое детей одновременно чистят зубы, и мне кажется, вся столешница будет забрызгана, заляпана, поэтому нам нужна большая раковина. И вот здесь, смотрите, раковина необычной многоугольной формы. Я такой, по-моему, ни разу еще не видела. А в Leroy Merlin появилась вот такая зеркальная плитка. Раньше я такой плитки здесь не видела. Конечно, смотрится со стороны очень интересно, но в плане эксплуатации мне кажется, что замучаешься ее намывать. Затем мы перешли смотреть плитку в ванной комнате. Мне всегда нравилась вот такая плитка в виде мозаики. Она, конечно же, стоит недешево. И мне кажется, что работы по укладке именно такой мелкой плитки тоже не дешевые, но смотрится интересно. Очень нравится, что в Leroy Merlin есть большие выставочные образцы, на которых можно посмотреть, как плитка будет смотреться вживую. Причем здесь и плитка для стен, и также плитка для пола. Потому что, мне кажется, когда ты смотришь на сайте, это все равно не то, хочется увидеть вживую. Я несколько раз прошла здесь, все смотрела, выбирала, поняла, что я точно не хочу плитку глянцевую. Мне не нравится, когда плитка блестит, поэтому определенно будем выбирать плитку матовую. И хочется какие-то более нейтральные цвета, бежевый, коричневый. А также я думала над серым цветом, но мне кажется, что он будет такой более холодный. Я все-таки склоняюсь в теплые оттенки. Очень понравилась вот такая плитка с птичками. Она приятного, не яркого фисташкового оттенка. Мне кажется, такие фисташковые, бежевые оттенки. Мне кажется, что будет смотреться симпатично. Но я в любом случае буду советоваться с мужем, нравится ему такая плитка или нет. Вот эта плитка Sherwood очень понравилась, она как раз матовая. Треугольник — это вариант плитки на пол, а остальное — это стеновая плитка. Здесь вот такой декор ромбиками. Мне кажется, что смотрится интересно. А вот то, что сейчас показываю, из такой мелкой плитки мы хотим выложить зону при входе в квартиру. Затем мы продолжили смотреть отделочные материалы, и мы хотим в коридоре одну стену выложить плиткой под белый кирпич. Мне кажется, что будет смотреться очень интересно. Вот я здесь нашла такие варианты, как можно выложить стену под кирпич. Мне кажется, что будет смотреться очень интересно и уютно. И наконец-то мы перешли в отдел хранения. Здесь представлены выставочные образцы. Можно посмотреть, как коробки, контейнеры смотрятся в стеллажах. Вообще я ехала сюда, чтобы купить 4 текстильных короба для нашего стеллажа из IKEA. У меня сейчас короба темно-серого цвета, и мне хотелось их заменить на такой нежный пудровый цвет. Но, к сожалению, тех коробов, которые мне нужны были, именно пудрового цвета, не оказалось в наличии, но я не расстроилась, вроде бы обещали, что скоро их привезут. Очень удобны такие короба для хранения, мне кажется, чего только угодно, и детских игрушек, и постельного белья, и каких-то мелочей. В общем, это идеальный вариант для хранения. И здесь я вам показываю как раз, какие цвета были представлены в наличии. Здесь есть и серый, и бежевый, и более яркие оттенки: красный, желтый, синий, зеленый, но вот именно розового его, конечно же, не было. Мне кажется, что, наверное, это самый ходовой цвет.
Вот такое здесь есть готовое интерьерное решение. Обои, конечно, термоядерные. Мне кажется, не каждый решится поклеить такие обои или покрасить стены такой краской. И вот такой здесь представлен комод. Еще одно готовое интерьерное решение комнаты. Вот такие оттенки уже более близки мне. Мне кажется, что очень симпатично получилось. А здесь я вам как раз показываю тот цвет, который я искала, но, к сожалению, это короб другого размера, не такого, который мне нужен. Затем мы перешли в отдел с корзинами, с контейнерами. Здесь очень большой выбор, я даже удивилась. Мне казалось, что в Leroy Merlin нет такого выбора. И цены, мне кажется, что адекватные, можно найти что-то на свой вкус. Вот такие корзинки есть из водорослей, есть корзины, которые внутри с текстильными чехлами. Это более такой стиль Прованс. Есть джутовые корзинки, корзины из тканей, в общем, выбор большой. В Leroy огромный выбор пластиковых контейнеров. У меня сразу рука потянулась вот к таким контейнерам. Они очень похожи на контейнеры Варьера из Ikea. Единственное, здесь пластик более тонкий, более легкий. Ну и, соответственно, более дешевая цена. Еще очень понравились вот такие ажурные контейнеры. И, кстати, мы купили 2 таких ажурных контейнера для организации хранения на кухне родителей. Такие ажурные контейнеры представлены в белом цвете, в коричневом. Мы взяли 2 белых, стоят они недорого, 125 рублей. И также взяли 2 контейнера, вот те белых, которые похожи на икеевские Варьера, стоят они 161 рубль. То есть всего мы взяли 4 контейнера. Я подумала, что посмотрю, как это все смотрится на кухне родителей, подходят ли они по размерам, и затем, если что, докуплю еще. Вот такие контейнеры с крышкой очень понравились. Они есть и более глубокие, высокие, и есть поменьше по высоте. Единственное, поскольку мы брали на кухню, то я подумала, что с крышкой нам контейнеры не нужны. А вот для каких-то открытых систем хранения в стеллажах, в гардеробных комнатах, мне кажется, что такие контейнеры с крышками будут отличным вариантом. И, конечно же, я не могла пройти мимо отдела с цветами. Мне очень нравятся цветы вроде пальм или с крупными большими листьями. Единственное, поскольку у нас через пару месяцев будет переезд, я думаю, что не стоит сейчас покупать цветы, травмировать их переездом. Все-таки лучше я куплю потом, когда мы уже переедем. Мне очень нравится юкка. У меня одна юкка дома есть. Очень нравится замиокулькас. Единственное, я не очень хорошо разбираюсь в цветах. Я не знаю, какие удобрения для них использовать, но я думаю, что я постепенно совсем разберусь. Конечно, я не хочу очень много покупать цветов в нашу новую квартиру, но я думаю, что пару-тройку растений я куплю. Здесь я вам показываю, что мы купили, совсем немного вещей, потому что я сейчас очень ответственно отношусь к покупкам, 100 раз подумаю, чтобы не накупить всякого хлама. Ну что, друзья, на этом я буду с вами прощаться. Если видео было для вас полезно, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, не забудьте подписаться. До встречи в новых видео, всем пока-пока!